Всем доброго времени суток! Сегодня я покажу вам свою сборку из 4 кораблей для нанесения максимального урона. Поговорим как о донатных героях на кораблях для этого, так и о обычных героях, которые выпадают с призыва. Итак, вот был один корабль-призрак. Как вы можете видеть, здесь у меня отрыв почти в 4 раза от довольно сильного игрока, если я не ошибаюсь, 20 уровнем корабля. И вот мой рейтинг по урону мертвецам среди всех игроков моря. То есть здесь есть и донатеры, вот топ-2, топ-3, топ-5, у них герои лучше, чем у меня, донатные. Топ-4 не знаю, но вот эти вот 3 человека точно, и также здесь я обошел тех, кто и, соответственно, вложил в несколько раз больше меня, их здесь даже вот в топ-5 пока нет. Итак, конечно, здесь стоит подчеркнуть, что все зависит от их удачи, от онлайна игроков, но вчера был захват порта также 7 уровня, и вот там как бы было 100 человек онлайн из 180, и там у меня тоже как бы рейтинг топ-1, хотя была немножко другая сборка. Сейчас она еще лучше. Итак, вот вчера у нас был захват порта 7 уровня, мы справились с этим за 10 минут буквально. Видите, за 5 минут мы уже уничтожили весь элитный гарнизон, и за оставшиеся 5 минут мы уничтожили прочность самих зданий порта. И вот здесь вот можно также смотреть топ-1, вот это уже итоговый рейтинг по убийствам элитного гарнизона. Вот я здесь, видите. То есть тоже здесь было, все были вместе, и они были все онлайн, все активные игроки, и донатеры, и недонатеры, все вместе. Итак, переходим с вами к просмотру моего снаряжения. Итак, начинаем рассматривать в начале героев, потом уже само снаряжение. Вот флагман под призраков. Первый вариант. Много жизни, но плохой урон. И сейчас вот я меняю снаряжение, показываю, какой я ставлю. Вы можете обратить внимание, что здесь у меня герой на затопление установок, как капитан стоит. Эйлин и Оскар, он у нас на урон от орудий. Поэтому здесь я сделал сет 2 на 2. И сейчас мы с вами поставим. Это вот у меня был сет для танка, чтобы в соло бить корабли 38 уровня. А сейчас я ставлю, значит, вот смотрите справа, здесь у меня повезло 3 характеристики атаки. К сожалению, здесь нет увеличения урона, нужно еще искать, например, 2 атаки увеличения урона или 3 атаки увеличения урона. И также шанс крита, чтобы здесь был. Далее мы ставим еще одну часть снаряжения урона от орудий. Это вот. Мне вчера выпало, обратите внимание, довольно редко, 20% атаки именно на парусе. До этого стоял вот такой. Броня, атака, пробитие, увеличение урона зато было. А здесь мы ставим 2 части на затопление. Вот этот очень хороший штурвал. Он как бы сам на затопление, но при этом он дает 20% урон от орудий. Так как герой у меня здесь стоит урон от орудий. Поэтому штурвал отличный. И здесь также очень хорошая, носовая фигура, довольно хорошая. То есть здесь шанс крита и еще один шанс крита. Конечно, можно найти получше. Но пока из имеющихся это вот самое нормальное. Далее переходим ко второму кораблю. Здесь корабль на стратегический урон. Понятно, пока я показываю свою комбинацию с донатными героями. То есть здесь должен быть Гриффин капитан. К сожалению, он у меня не выпал на 3 звезды. Очень редко падает. Вторым здесь должна быть Бо из VIP 7. Пока здесь стоит Акулья пасть. Либо же я могу здесь поставить Корделию. Но урон просядет, зато она будет лечить корабли. Я посмотрю сейчас, через 20 минут будет призраки. Видите, урон здесь пропадает, да? 27 тысяч на 3000 здесь атака сразу меньше с русалкой. Поэтому пока что мы ее убираем, потому что у нас достаточно здесь жизни. 1 000 000 жизней хватит на то, чтобы убить призраков. Поэтому сейчас наша команда, она не лечится абсолютно. То есть у меня нет ни русалки, ни мадам Лулу, они все у меня на складе. Итак, вот второй корабль. Здесь, соответственно, нам нужно 4 части на стратегический урон. И давайте обратим внимание на параметры, которые у меня стоят. Переходим сюда и смотрим. Здесь у нас 2 атаки обязательно, шанс крита есть. Пушка не идеальная, второй показатель можно найти там 30, еще побольше. То есть, если у меня будут сундучки, вот у меня уже есть, например, вот такой, как вариант, да, тоже 2 атаки, но, возможно, будет повыше второй показатель. И здесь тоже есть шанс крита. Ну, смотрим еще какие-то варианты. Пока вот здесь только 1 атака. Такую я... нужно, чтобы, вы видите, внизу было увеличение урона. К сожалению, у меня пока такой нет пушки. Только вот снижение урона, она больше для флагмана подходит. Видите, снижение урона, снижение урона. Редко падает. Будем как бы здесь сундучки открывать, пушечку искать нужную. Дальше. Здесь ОЗ. Тоже я
открываю сундуки, ищу, чтобы здесь было 20% атаки. Но зато есть увеличение урона параметр. Ну, на скорость хода у меня такой раньше стоял, это ивент на торговлю. Пока других достойных нет, я их сразу же забирал, все лишние снаряжения. Переходим к штурвалу. Вот здесь мне нравится 20% атаки, еще 44 абсолютной атаки и шанс крита. Не буду менять этот штурвал. И вот носовая фигура, я про него уже говорил, вот сейчас просто показываю актуальный свой состав. Здесь видите, вот такой я стремлюсь искать и для всех остальных носовых фигур. Шанс крита 25%, атака, крит урона, увеличение урона. То есть вот здесь вот тоже такие буду искать. Здесь видите только один шанс крита и второй шанс крита. Атаки здесь нет. Поэтому мы будем эту заменять. Итак, переходим к третьему кораблю для призраков. Здесь, значит, у меня стоит Боунс, убийственный урон. Сразу скажу, кого вам нужно ставить капитаном, если у вас Боунса нет. Это вот синий герой. Я тоже вчера на нее слил весь опыт свой. Она вот, вы можете ее на корабль. Убийственный урон неплохо наносит, причем даже лучше, чем, возможно, лучше, чем у нас наносит вот этот вот Лорд Коджи. Вместо него вы можете ее ставить. Но проблема в том, что на убийственный урон третьим идет Луна, но капитана на убийственный урон здесь нет. Видите, капитан только вот Боунс, которого я буду качать на 6 звезд. Мы сейчас с вами остановились на том, что здесь вот у меня вчера выпала Луна, точнее сегодня выпала Луна, я ее сразу же поставил. До этого здесь стояла Корделия и лечила от атаки. Была атака 29 тысяч, то есть вот так было. Видите, 29 тысяч. По поводу снаряжения, у меня здесь стоит пушка, которую я вам уже показывал в предыдущем видео. Шанс крита, но вот здесь ищу, чтобы было еще увеличение урона. Хороший стоит парус на атаку, даже 2 атаки здесь. Ну, пробитие я бы заменил. Тоже как бы ждем, может что-то получше выпадет, чтобы было увеличение урона здесь показатель. Штурвал, я про него говорил, что мне он очень нравится. Здесь прям все, не буду его менять. Атака, шанс крита, крит урон. И вот неплохая носовая фигура, но вы видели, какой я стремлюсь. Здесь также шанс крита, атака есть. Пробитие не нужно. Вот это, если будет у меня на убийственный урон, что-то похожее, 3 показателя какие-то отсюда, я заменю. И последний кораблик. Этот кораблик есть у всех, и я советую именно так на него ставить героев. То есть Лестер, который у всех почти есть, Уилл у всех есть, и Нед. 3 героя, здесь лечение ставить не нужно. Во втором сезоне вместо Уилла ставим Танаку, вот сюда. Также во втором сезоне будет корабль тоже на горение или затопление. То есть аналог этого, только покруче. Если у вас есть 10 тысяч рублей, ну, 100 долларов, то вы покупаете этот корабль, он будет лучше. Итак, какое здесь стоит снаряжение, какое лучше всего поставить? На данный момент у меня здесь стоит 4 части на атаку, но я стремлюсь найти хорошее снаряжение на огненный сет, 4 части. Сейчас я вам покажу, что у меня уже есть на данный момент, как вариант, и почему я выбрал атаку. Здесь моя любимая пушка, второй показатель атаки очень хороший, 70 и 250 основной, крит урон есть. Здесь недавно выбил хороший парус, видите, атака основной показатель, шанс крита и атака в процентах. Здесь стоит убийственный урон, то есть, но можно поменять, конечно, но есть атака, крит урон и увеличение урона, то есть 3 показателя, которые уже близки к идеалу. И здесь крит урон, но тоже этот можно менять. Просто пока крит урон здесь у меня аж 50%, остальные мне не нужны показатели, то есть это будем менять. И какой у нас стоит на огненный сет, это здесь пушка такая обычненькая, поэтому я ее не ставлю, видите, здесь нету, бонус включения только есть и все, 2 атаки. Нужно здесь искать увеличение урона. По поводу паруса на огненный сет, здесь, видите, не атака стоит, а ОЗ, поэтому я тоже его не ставлю. Здесь на огненный сет тоже стоит ОЗ, видите, атака, крит урон, то есть не так повезло, поэтому я не ставлю. И здесь на огненный сет стоит броня, должно быть шанс крита или крит урон, в общем, здесь атака хорошая, то есть, ну, я бы здесь искал бы шанс крита. Атака нормальная, прям 50 здесь, и еще крит урон есть. Я бы не менял вот этот вот, потому что, ну, сложно найти шанс крита, оставлял бы. Но все остальные 3 части я бы поменял. Пока у меня нет достойных, я ставлю сет на атаку. А так сюда нужно 4 части на вот этой пылающей короны. Ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Пожалуйста, заходите в наш телеграм-канал. Мы можем разобрать конкретно ваш случай. Присылайте нам свое снаряжение. Лучше, конечно, в личные сообщения, чтобы не спамить. И будем уже, исходя из ваших героев, ваших кораблей, подбирать какие-то идеальные варианты. Уже много таких кейсов. Вот после предыдущего видео там сразу человек 50 подписалось, еще подпишется.
только в первые несколько часов, я имею в виду, зашли в наш телеграм-чат, пожалуйста, вот RIP S33 вводите в Telegram, и там на все ваши вопросы в течение там буквально часа получите ответ. Всем огромное спасибо, ребят. Всем пока.